Итак, Сан-Паулу был промежуточной точкой стыковки. К моменту, когда я добрался до отеля, со старта прошло уже 37 почти бессонных часов. Так что толку от того, что я прилетел в 12 по местному времени, было никакого. После обеда сразу ушел спать. Зато утром образовалось несколько часов, за которые я решил сгонять в Интерлагос. Таксист повез меня через центр и освежил в памяти свои впечатления от города пятилетней давности. Похоже, здесь все так же запрещена заметная наружная реклама и очень много граффити, даже во весь дом. Ну и все очень масштабно. Реально латиноамериканская Москва. С картингом на Интерлагосе случился облом. Свободных мест в утренних заездах не было вообще. Зато на самом Интерлагосе проходило какое-то мероприятие на олдскульных авто, на которое я и залип. А потом еще залип на поисках способа оттуда уехать, так как заглючил Uber. Но с помощью смеси испанского, английского, Google перевода на португальский и доброжелательности местных проблему удалось решить. В лобби отеля была просто толпа. Человек 30-40 смотрело финал ЧМ на большом экране. У меня оставалось время посмотреть только второй тайм и первый овертайм. Второй овертайм я уже слушал в шаттле в аэропорт. По реакции группы в аргентинских футболках было все понятно и без перевода. Ну а серию пенальти смотрел уже в аэропорту на большом телеке одного из ресторанов. Оцените, кстати, кого поддерживали больше. Это бьют и забивают французы. Ну а это решающий пенальти Аргентины. А вишенкой на торте стал перелет через Анды на закате. Это, наверное, был самый красивый вид из самолета за все мои перелеты. Что, вот я и в Чили, добрался до Сантьяго, до отеля. И с момента выхода из дома прошло всего 71 час. Зашибись.